За прошедшую пару недель кросс-чейн протокол Axelar порадовал пользователей, которые следят за развитием проекта сразу несколькими новостями. Обновив сайт, разработчики активно взялись за совершенствование своего продукта и взялись за несколько новых проектов. В частности, 9 августа стало известно о том, что Axelar, Aurugami и Trisolaris объединят усилия, чтобы обеспечить безопасное межсетевое кредитование и ликвидность для NIR протокол Aurora. Благодаря использованию протокола владельцы токенов Aurora, NIR и USN получат массу новых возможностей. Главная цель сотрудничества – создать новый DEX межсетевой денежный рынок для Aurora. Чтобы понять, насколько это значимое событие, стоит обратить внимание на особенности каждого из партнеров. Помимо кросс-чейн протокола, Axelar, который создан, чтобы связать воедино все блокчейны и обеспечить быструю передачу информации от одного к другому, к созданию DEX причастны и другие проекты. Aurigami представляет собой децентрализованный протокол ликвидности, не связанный с хранением. С его помощью можно предоставлять и брать займы, получая проценты. Trisolaris – децентрализованная биржа с простым и интуитивно понятным интерфейсом. Она – первый и основной AMM экосистемы Aurora. После того, как проект будет реализован, пользователи смогут обменивать свои токены Aurora, NIR и USN на любые активы экосистем Ethereum, Avalanche или Polkadot. Они также смогут одалживать эти активы, давать их взаймы или использовать любым другим способом на любом из межсетевых денежных рынков. Модуль маршрутизации ликвидности и обмена сообщениями Squid, который будет использован партнерами, обеспечит межсетевые платежи и свапы Axelar. Это важный этап в развитии экосистемы Aurora и отличная возможность для команды Axelar продемонстрировать возможности кросс-чейн протокола для обеспечения бесшовного взаимодействия. Незадолго до этого в социальной сети YouTube в формате прямой трансляции состоялся комьюнити колл, посвященный последним новостям и вопросам, которые волнуют сообщество. Запись встречи, прошедшей 5 августа, можно найти в открытом доступе в профиле проекта. Команда разработчиков всегда открыта для диалога, и такие встречи наверняка еще будут проводиться. А пока одна из самых главных задач Axelar – это информирование сообщества о технологиях, которые важны для проекта. Например, недавно в Twitter было опубликовано видео, посвященное созданию кросс-чейн DApp. Разработчики поделились своим видением этого процесса и дали несколько ценных советов тем, кто только начинает двигаться в данном направлении. Не менее интересное видео было посвящено межсетевым аирдропам и распределению внутри DAO. В нем инженеры команды рассказали, как использовать общую передачу сообщений для распределения токенов между цепочками с помощью функции Call Contract with Token. Они наглядно продемонстрировали, как реализовать эту функцию при помощи кода и поделились ресурсами, которые могут помочь начинающим создателям приложений на базе Axelar. Хочется верить, что такие полезные видео для разработчиков будут появляться регулярно, поскольку они не только учат более продвинутых пользователей пользоваться уникальными инструментами, но и привлекают новичков. В Twitter разработчики рассказали о встрече AXL Hacks Meetup, которая состоялась в Торонто при поддержке The Bitcoin Bay, конституциональной компании, специализирующей на построении экосистем. Встречу посетило большое количество людей. В ее рамках разработчики обсудили фундаментальные концепции перекрестных цепей, а затем гостям было предложено поиграть в пинг-понг. Разработчики пообещали, что однажды снова посетят Торонто с не менее интересной программой. Это небольшая, но важная для сообщества Axelar встреча, еще один маленький шаг навстречу распространения кросс-чейн технологии по всему миру. Команда Axelar продолжает делиться с пользователями интересной информацией о процессе разработки приложений. Серия постов в Twitter разработчиков была посвящена использованию кросс-чейн технологий при создании децентрализованных приложений. Они рассказали о двух вариантах архитектуры, из которых целесообразнее всего выбирать сегодня: одноранговая архитектура или архитектура домашняя база и спутник. Разработчики акцентировали внимание на том, что в большинстве случаев оправдано использование одноранговой модели. Она универсальная, удобна в использовании и отлично масштабируется. При этом все связанные между собой контракты выполняют одинаковые функции. Но если принципиально важно строить приложение
приложение на одном из блокчейнов, используя его инструменты и возможности, можно использовать и второй вариант архитектуры. Однако разработчики предупреждают, что при таком подходе синхронизация и масштабирование будут более сложными, и это важно учесть. Новый выпуск Axelar Code AMA был посвящен созданию биржи NFT при помощи кросс-чейн технологии. Это весьма перспективное направление в разработке различных финансовых площадок, поскольку число блокчейнов растет каждый месяц. Создание универсальных платформ, которые позволят выполнять операции с активами разных экосистем, становится все более целесообразным. Инженеры проекта Кан Трин и Кирилл Ермаков в прямом эфире рассказали, как создать NFT-биржу на примере простого DApp и ответили на вопросы пользователей. Еще один партнер команды Axelar – Spin. Это децентрализованная торговая платформа, построенная на протоколе NIR, которая позиционирует себя как альтернативу централизованным биржам. Главная задача команды проекта – сделать торговлю деривативами и инвестиции более доступной для пользователей DeFi и CeFi за счет низких комиссий, быстрой адаптации, удобного интерфейса, высокой скорости работы и большого набора инструментов для торговли. Интеграция Spin и Axelar, о которой уже объявили разработчики, позволит пользователям блокчейнов EVM торговать на Spin, не создавая кошелек и не переводя средства в протокол NIR. На этом новости команды Axelar подошли к концу, но вполне вероятно, что скоро будут анонсированы новые совместные проекты с партнерами платформы. Также не забывайте подписываться на канал и прожать все уведомления. Ну еще можете глянуть другие выпуски. Всем пока!